Наш выпуск начинается в замечательном районе города Екатеринбурга, Солнечный. Немножко тут решили перед вылетом прогуляться. Время еще у нас пока есть. Сейчас пройдемся по парку. Нас не будет 7 дней. На 7 дней мы уезжаем. Будет очень много выпусков из солнечной Турции. Погода, кстати, испортилась. Сейчас гораздо стало прохладнее. Ну, прям вчера было даже жарко. Сегодня, да, как-то в сандалиях не очень комфортно идти. Вот, ребят, для тех, кто мечтал жить в Солнечном, это вот такой вот замечательный, прекраснейший райончик с парком. Мы сейчас по парку гуляем. Кругом у нас здесь цветочки. Там еще вечером подсветочка горит прекрасно. И современненькие такие красивые дома. Там дальше строится все. Прекрасно. Так, ну что, у нас остается не так много времени. Пора вызывать такси, ехать в аэропорт. Здесь сейчас пройдемся и идем в сторону дома. Так что, ребята, мы прилетим уже поздно вечером. Будет часов 12, наверное, ночи. У нас самолет в 6 часов вечера. Так что, ребят, выпуск, наверное, уже начнется со следующего дня. Ну все, мы поехали. Мы уже в аэропорту. Нас осталось... Ну, регистрация уже началась, в принципе. Сейчас пойдем на стойке регистрации. Будем стоять ждать нам. Самолет у нас в 6 часов вечера. Сейчас 3 часа дня. Все, вылетаем. Для вас, ребята, пройдет мгновение. А для нас добрые 4, даже 5 часов полета. И наш выпуск начнется уже утром. Ребят, мы находимся в Турции. Ксюша сейчас вот у меня за кадром. Этот первый выпуск я начну так, знаете, наверное, с разговорного момента. Хочу с вами пообщаться. Хочу это сделать выпуск достаточно длинным. Мы уже находимся в Турции несколько дней. И это будет первый выпуск. Там ребята что-то балуются, суетятся. Ну, ладно, они молодцы на самом деле. Я хочу рассказать вам о том, как мы вообще поехали в Турцию. Что нас двигло, почему это произошло. Я буду иногда на Ксюшу смотреть, камеру от глаз немножко убирать, потому что я смотрю на ее реакцию. На самом деле, ребята, мы устали. Мы действительно устали. Мы очень много работаем. Здесь играет музыка. YouTube меня за нее, конечно, убьет мощно. Ну, дай бог, хотя бы только страйки прилетели. Я готов даже к этому выпуску, что он будет без монетизации. Это не страшно. Ребят, ну, давайте начнем. Мы много работаем. На самом деле, сегодня достаточно непросто в Российской Федерации заработать деньги на что-то, съездить куда-то, потратить на семью. Я всех прекрасно понимаю, что всем тяжело, но даже мы с Ксюшей, мы вырвались на отдых в Турцию. То, что раньше стоило копейки, сейчас это стоит в 2 раза дороже. Какая потрясающая музыка играет, ребят, если вы слышали. Мы выбрались на отдых.
за большие деньги. Сегодня это стоит в 2 раза дороже примерно. Перелет был в районе 5 часов. Около, ну, 5 часов мы летели на самолете. Самолеты у нас, к сожалению, российская авиация, она деградирует прям жестко. Я хотел бы вам сказать, мы летели с Azur Air. Это, ну, наверное, одна из основных авиакомпаний, которая вообще туристов возит пакетными турами в различные страны. Мы в Китай, по-моему, летали с Ксюшей, с Azur Air. К сожалению, ребят, авиация деградирует. Будьте готовы к тому, что если вы полетите в Турцию, кормить вас не будут. Максимум, это, наверное, воды просто принесут с чаем, с кофе. Максимум сок какой-то будет и все. 5 часов без еды. Если вы где-то отдыхаете далеко, ну, в таких отдаленных районах, как Мармарис, да, там, Алания, даже самое. То есть считайте, что вам нужно еще несколько часов ехать от аэропорта. Без еды, без воды. Рейсы не совсем удобные, но тем не менее, ребята, все равно вы попадете в Турцию. Мы прилетели в Аланию, приехали уже было где-то около часа ночи. Нас заселили в гостиницу. Но, к сожалению, номер был настолько днище, ребят, это просто, я не знаю, ну, гостиница, чтобы вы понимали, 4-звездочная, и для 4-звездочной гостиницы такой номер, это просто днище. Ребят, давайте посмотрим, я вам его сейчас покажу. У нас раннее утро, там вот в бассейне уже плещется, проснулись, позавтракали, капец, у нас номер, конечно, где-то на самом верху. Написано вот депо. И вот дальше вот если идти, сейчас вам покажу. Электричества нигде нету. Здесь вот тоже кто-то жил в номере. Здесь у нас находится, ну, что-то типа лифтового. Это самый последний этаж. Это капец номер, конечно. Хорошо хотя бы, что вот эта штука, она... Замок, капец, да, дверь. Блин, еле открывается. А электричества нигде нету сегодня с утра. Электричество выключили, кондиционеры перестали работать. На улице пекло, не знаю, как мы будем тут выживать. Это вот такая кухня импровизированная. Там ничего нету, я не знаю, для чего она вообще нужна. Окошки вместо такие, как бойницы. Окон у нас в номере нет. Наверное, сегодня поменяем. Сейчас часов в 11 утра сказали подойти на ресепшн. Но мы сначала на море. Ну, тут мы уже расположились, уже сегодня переночевали первый день. Капец, и в туалете темень. Вроде бы кажется, что и номер-то такой небольшой, точнее большой номер, но, блин, капец, он такой усратый, ребят. Это 4-звездочный отель. Это капец, ужас. Дверь еле работает, жесть просто. Приходится ее немножко поднимать, иначе она не закроется. Ужас. Все, идем на море, будем менять номер. Следующий номер я вам покажу. Ну, ребят, утром мы проснулись. Ксюша, по-моему, ночью, да, ты увидела, что там кто-то ползает? Да, ребят, перед тем, как уснуть, Ксюша увидела, что по стене там ползет какой-то паук в этом номере, или тарантул, или какой-то скалопендра, я не знаю, что-то такое ползло по стене, но это же страшно было засыпать, конечно, в таком номере, без окон, без всего. На утро мы проснулись, и у нас вообще не работали кондиционеры, электричества не было, света не было. Помнишь же, мы проснулись, вообще ничего не было. Лифт не работал даже, мы пешком спускались, воды не было даже, чтобы помыться. Это просто капец, что было. Ух. Как-то мы выжили. Ну, потом мы пошли на пляж. Ну, первый день, конечно, мы немножко искупались. По-моему, мы пошли купаться. Это пляж города Алания. Называется он Клеопатра. И в Турции он считается одним из самых лучших. Ну, какой-то значок даже имеет. Там фиолетовый, по-моему, флажок. Насколько я помню, это у них называется. Но пляж действительно крутой. Вода чистая, прекрасная. Но, как вы видите, не так много людей на пляже. Даже вот если туда развернуться. Но в целом они, конечно, есть. Но я бы не сказал, что уж прям некуда сесть. Время сейчас 11 утра. Сейчас самое пекло начинается. В Алании капец, блядь. Температура
Днем около 35, очень жарко. Ну, по ночам до 28. И песочек. Многие хотят узнать, что тут за песок такой. Ну, я даже не знаю, ну, просто самый обычный такой песок. Ну, самый простой песок. В принципе, на пляже не так уж и грязно. Как я говорил, вода здесь чистая. И вот здесь мы проводим свои дни, вечера. Но мы выходим обычно до обеда. И потом где-то, наверное, после 3 выходим. Там вот горы такие красивые вдалеке. Там, кстати, вот оттуда, с этих гор, на парашютах спускается. Я, правда, не знаю, как называется именно этот вид спорта. Ну, прикольненько тут. Пойдемте, дойдем до воды. Вода потрясающая. Ксюша где-то там отдыхает. Он говорит, сегодня будет загорать, хочет позагорать. Ну, вода классная, конечно. Так, сейчас я пока сланцы тут оставлю. Вода чистенькая. Вода прям вообще красота. Она прозрачная, классная. И вот она реально вся такая прозрачная. Там вот на глубину даже заходишь, полностью ноги опускаешь, и их видно. Круто. Там где-то на парашютах катают. Вообще красота. Не, на самом деле лучший пляж. Самый, наверное, один из лучших пляжей, которых я вообще когда-либо был. Ну, мне в Индии тоже пляж понравился, но в Индии своя атмосфера, а здесь вот прям классная вода. Пляжи бодрые. На самом деле, вот у нас гостиница вот здесь вот через дорогу находится на Клеопатре. Это городская гостиница. У нашего пляжа есть свои собственные лежаки, но они, к сожалению, платные. Но в начале пляжа, там возле горы вот этой, где крепость находится, там есть муниципальный, ну, городской, по-моему, там. Ну, это вообще весь городской пляж. И там стоят шезлонги, которые можно за бутылку пива, ну, купив бутылку пива или сока, полежать целый день на шезлонге. Вот, но у нас шезлонги здесь платные. Ну, очень красиво. Кстати, народу вот примерно так и есть. Мы вот уже вчера были на пляже. Особо народ не добавляется. Многие сидят по гостиницам. Как я вот уже говорил, очень много иностранцев. Прям реально много. Но пляжи классные, конечно. Песок. Кругом песок. Приятно. Очень приятно заходить. Там вот ближе после воды начинается такая галечка. Ну, приятная. Самых проблем никаких нету. Волн практически тоже нету. Что, кстати, не очень мне нравится. Я бы хотел бы и на волнах покачаться. Ну, идем дальше. Когда мы заселялись, гид, точнее на ресепшене, главный мужичок-администратор сказал, что вы можете с утра поменять номер. Ксюша радостная, я радостный. Блин, ну это капец для 4-звездочного отеля, как бы на Клеопатра Бич, это вот такое, так скажем. Нам поменяли номер, ребят, он в разы лучше, прям мы довольны тем, что номер мы все-таки поменяли. И плюс этого номера, в нем, сука, работал Wi-Fi. Потому что он находился прямо вот под лобби, вот где вот Wi-Fi работал. Первое время мы прям пользовались этим Wi-Fi безлимитным. Ну, он, конечно, на самом деле плохой Wi-Fi, качество, ну, такое днище. Ребят, наконец-то мы поменяли номер. Это второй номер уже, который мы поменяли. Тут мы так проходим, здесь ванна у нас. Комната есть у нас, кондиционер теперь рабочий. Там не работало все, свет, электричество, телевизор даже есть, показывает что-то российское. Смотрите, какой классный балкон. Все, кровать. Ну, мы тут заехали, уже шмотки раскидали. Первый номер, который нам дали, там все текло в ванной. Унитаз тек, возле душевой кабины все текло, было ужасно. Пошли, поменяли. Но все-таки дали нам хороший номер с таким вот видом. Сейчас я даже выйду на балкончик. Вот так вот он у нас двигается, окна все в пол. Блять, на улице просто жара сумасшедшая. В номере классно стоять, находиться. Там вот бассейн наш, где будем плавать. С видом, конечно, не на море, далеко даже не на горы. Но очень неплохо здесь.
Очень жарко, так что мы пошли дальше отдыхать. Благо я пользуюсь одним сотовым оператором российским, я не буду его называть, да, потому что за рекламу, к сожалению, мне не заплатили. Я подключил определенный пакет, он тарифный пакет, он у меня, кстати, был подключен, и сумма недостаточно небольшая, но мне 1 гигабайта в день хватает. Ну, нам вместе с Ксюшей хватает, чтобы позвонить, что-то, фотки какие-то выложить, да, то есть нам вполне хватало. И мы пошли гулять по городу. Город, конечно, Алания просто бомбический, замечательный, великолепный город. Это красота. Ксюше тоже очень понравилось. Ксюша обязательно появится в следующих выпусках. Вы себе не представляете. Ну, Ксюша вообще молодец, ребят. Давайте поставим лайк. Вот именно Ксюша. Ксюша просто сделала многие выпуски. В Турции уже стемнело. Мы поужинали, и у нас... Это сегодня, получается, 2-й вечер, но мы вчера поздно прилетели. И у нас сейчас очень важная задача. Нужно дойти нам до банкомата, потому что мы сюда прилетели фактически без денег. Я вот здесь маршрут уже построил. Идем мы до Денисбанка, вдоль пляжа Клеопатры. И нужно нам зайти в банк. Говорят, в Денисбанке. Ну, тут много банков, которые принимают карту МИР. Там с той стороны моря, не знаю, как это все видно. Ну, там вот еще градиент такой красивый. Это правее. Да, туда правее. А на камеру-то все темно-темно как-то кажется. Но на самом деле достаточно светло здесь. Просто картинка на экранчике маленькая. Ребята, я вот первый раз в Турции, но я как бывалый турист, кроме Турции, кроме турецких таких вот восточных стран, ну вот первое впечатление, ну у меня реально хорошо, ну, круче, чем российские курорты. В Сочи. Да, круче. Почему? Потому что здесь море Средиземное, оно чистое, песочек. Блин, ну классно. Спокойно, народу нет такого, чтобы толпа была. Вот как на Эмеретинке, да, мы были? Да. Прям вот все забито, там толпа. На камнях. Тебя. Ну классно. Классно. Да, друзья, ну, вообще на самом деле мы вот первый день здесь полностью отдыхаем, ну, полный день, то есть с утра до вечера. Очень много иностранцев, прям немцев, англичан, прям, ну, много, больше, чем русских. Русские тоже есть, но очень много прям иностранцев, прям почти, наверное, каждый второй или третий, или даже это железобетонно кто-то. Много, кстати, из арабских стран, с Ирана тоже туристов в этом году. Ну, русских не так много на самом деле. Отошли немножко русские из Турции, вон там вот Кале, это гора такая, не знаю, как называется она, правда, как-нибудь мы еще ее посетим. О, прекрасная жаркая погода, блин, как так мы целый день без денег приехали, вот реально, вот, ну, Ксюша брала с собой там, сотка у нас была, $100, там $102, по-моему, взяли бы. Это вообще... Рубли, но рубли никто не принимает. Не, ну их обменять, конечно, можно, но мы... Ну, в обращении их вот прям свободно нет. Да, да. Ну, ничего страшного. Мне просто задержали небольшие выплаты. Сейчас дойдем, снимем, и все будет хорошо. В Турции стемнело. Мы вышли немножко прогуляться. Ну, тут ребенку просто мороженку не дали. Он и заплакал. Небольшой такой рыночек. Ну, тут прикольно так-то на самом деле. Достаточно классно. Пешеходная улица. $20 лир. Ксюша говорит, 20 турецких лир стоит мороженка. Ксюша тут решила угоститься мороженым. Прикольным, вкусным. Сейчас еще окажется, что может быть и не 20 лир.
Дядечка в костюме похож чем-то. Аладдина. Помнишь, мы с тобой фильм смотрели? Дети не могут А ты попробуешь, Ксюша, его обмануть? Да, ik wil komen. Ксюша решила мороженое тоже попробовать. Als ik nou moet hij met jou spelen. Jullie hebben nou met jou. Nee, jij bent aan het telefoon. Heb je betaald? Да, с детьми-то попроще. Все, Ксюша забрала мороженое вкусное. Вот такая потрясающая улица. Вкусно, кстати. Ксюша говорит, вкусное мороженое? Да, клубничное. Здесь круто. Мне нравится. Да, сейчас пойдем в сторону. Попробуй. А, да, кстати, я хочу тоже попробовать. Он тает дико. Но оно реально вкусное. Да. Так, мы вышли к набережной. Ксюша меня пихает прямо на людей. Я как бы обойти хотела. Смотрите, тут какая красота. Круто, везде все подсвечено. Пойдем перейдем. Там... Просто я понимаю, что у нас правостороннее, а лево у Леши стороннее движение. Ну, все, кто бывали когда-либо в Алании, это место, конечно же, узнают. Там вот наверх скоро мы тоже будем подниматься на эту гору. Крепости кругом. Вообще, на самом деле, здесь классно. Столько огней, фонарей, все красиво, подсвечено. Прям круто. И очень много иностранцев. Вода какая красивая. Там вот смотрите, один отплыл. Здесь вот людей приглашают. Ну, билеты надо, естественно, покупать заранее. Эти экскурсии. Но красивенько здесь. Сейчас он еще один будет причаливать. Вот съемки у нас в основном ночью проходят, ну потому что днем просто невыносимо куда-то выйти, выбраться. Но вот мы еще с Ксюшей думаем, все-таки днем как-нибудь поднимемся на эту гору. Там есть кладбище, я знаю, одно заброшенное. Ну вообще историческое такое место. Интересно, я, честно говоря, не знаю, как оно называется. Там с той стороны будет у нас подъемник, на подъемничках поднимемся.
Но приходится снимать только вечером, потому что только в это время, сейчас у нас идет июль, конец июля 2022 года. Блин, ребят, ну просто реально очень-очень жарко. Днем 38, пекло стоит сумасшедшее. Ну невозможно куда-то далеко от воды вообще отойти. И без воды даже очень жарко. Поэтому в основном съемки у нас почему-то идут сейчас. Такое вечернее время. Ну а улица-то ничего так. Да, прикольно. Кругом стоят яхты, катера, везде пенные вечеринки, музыки, алкоголь рекой течет. Кругом вот всякие такие вот корабли интересные. Рассвет туризма. Рассвет туризма, Ксюша говорит. Он, кстати, опять же, туалет. Есть бесплатный туалет. В Алании, кстати, достаточно много. И это круто, потому как у нас в городе, в нашем замечательном городе Екатеринбурге, общественных туалетов крайне мало. И платные. И в основном они все платные, да, как Ксюша говорит. Ну, Ксюша, либо в кафе. либо в кафешку, да, куда-то забегать, но это неправильно. Основная задача, да, основная задача кафе — это кормить, а не туалет как бы обеспечивать. Прикольно, кругом всякие яхточки. Клеопатра. Клеопатра, да. Вот такой бы одно бы иметь бы и по Средиземному морю путешествовать. С одного государства в другое. Кругом экскурсии продаются. Финиш-тур. Финиш-тур. Все, конец. Там кровать. Все уже просто на расслабуке. Что Ксюша говорит про финиш-тур? Ну там у них яхта написано финиш-тур. И кровать, и цветочки, что там просто как бы отдохнуть уже и расслабиться, уснуть, и проснуться и уже на самолет. Да. Неплохо. Ну, финиш-тур. На воде. Финиш-тур начинается в дьюти-фри, конечно. Чем побольше бутылку привезешь. Чем меньше плакать будешь. Да. Ну, туристов очень много, прям Здесь капец больше, как. чем на нашем, кстати, да? Да, но в основном, кстати, вот эта вот часть Алании, она достаточно большая, больше, чем часть Клеопатры. Тут и гостиниц всяких побольше будет. И туристов он катает. Хотел сказать на банане, но нет. На каком-то транспорте, паровозике, да. Впереди идут концерты. Вот смотрите, башня такая интересная, красивая. Это магазин или это корабль? Мне кажется, это здание все-таки больше. Не, ну уплывай. Лодочки всякие стоят тут. Местных жителей. Будь здоров. И вот туда начинаются уже подъемы. Великая турецкая стена. Да. А мы тут подходим к стенам древней крепости турецкой. Здесь, слушайте, так-то красиво. Тут все подсвечено. Башни древние. Там вот выход в море. Да. Можно даже посидеть. Тут еще, смотрите, такое место. Не знаю, как туда они, конечно, проходят. Ну, тут переплыть, скорее всего, несложно. Там вот пляжики такие. Не знаю, насколько это хорошо видно. Вот как туда? А, вот там, наверное, вот смотри, наверное, вот поэтому можно спуститься, выйти. Там вот такие пляжики небольшие. Прикольно. Красиво. Котик лежит. Котик. Ночная вечерняя жизнь
Турции, города Алании продолжается. Кругом кафешечки всякие. Музыка оттуда играет. Прям везде шалман такой стоит. Народу прям капец много ходит. Ну и все работает. Мороженое продают. Ночные клубы везде, тут где-то музыка долбит. Но тут какофония такая стоит прям вообще. Даже меня плохо слышно. Ну что-то да. Посмотри туда, там что творится. Это прям как Пошли посмотрим. Бангла-Роуд в Таиланде или что это? Да, да. Пойдемте пройдемся немножко. Бля, тут из каждого угла музыка орет. Кругом. Тоже золото продает. Hi, my friend. If you drink something else, No thanks. Конечно, не вздрочно. Это самая крутая улица. И полиция. Да, много полицейских, кстати. Пойдем тогда вон туда, наверное. Обратно не хочешь? Нет. Если не хочешь, то я еще раз. Нет. А что, хочешь по ней пройти? Женщин привезли. Ну, это самая тусовочная улица.
кажется, YouTube меня забанит за все эти музыки. Но эти улицы вам показать надо. Да. Однозначно YouTube ко мне, блядь, такие санкции применит за всю эту музыку. Ну какая музыка? Ну, будем надеяться, что YouTube будет снисходителен. Эти прикольные пилотешки были. Ксюша тут все-таки хочет что-нибудь прикупить, отовариться. А ой, тут полно всего. Вот тут, кстати, самые прикольные, наверное, цены. Базар, вокзал здесь идет. Прям улица торговая, огромная. Фонарики красивые, тут и тут. Да, прям как на Никольской. Ксюша хочет здесь фотографироваться на базаре. Ну, нравится ей на базаре фоткаться. Мы все-таки выбрались с этой шумной улицы. Сейчас тут начался такой традиционный турецкий базар. Кругом идет торговля. Все дешево. Футболочки по 5 евро. Дети тут сами это тоже у них. Светло здесь, хорошо. Машины здесь не ездят, здесь пешеходная такая улица. Там фотографируют, правда. Полно всего всякого дерибаса, но тут, скорее всего, все это паленое. А в плане брендов Адики, Nike, Gucci. Сумки всякие есть, кошельки, но это, скорее всего, паль здесь стоит, потому что мы с Ксюшей в один такой магазинчик тоже заходили. В один такой тоже магазин заходили, брали посмотреть, а там шов, ну, если будет еще возможность, я сниму, конечно. Хоть это и немножечко неудобно, как бы в чужом магазине снимать паленку. Шов прям не прошит неправильно, криво немножко прошит. Нитки торчат, то есть, ну, это на шве прямо на самом видно, потому что, ну, оригиналы так не шьются. Это, кстати, вот одно из основных таких моментов, как отличить оригинал от паленого товара, контрафакта. Вот, так что здесь это, ну, 100% железобетонно контрафакт. Нужно ехать в какой-нибудь торговый центр большой, вот именно в магазин, там и Это для покупать. тех, кому надо качество. А Да. если вы хотите просто как бы вещь купить, дешево, сердито. Ну да, в принципе, да, как бы сумочка Gucci, что она там, 10 евро, по-моему, стоила. Совсем копейки. Красота. Мы уже возвращаемся домой, и тут на одну улицу вышли, я, к сожалению, не знаю ее название, потому что тут, по-моему, не принято на домах писать таблички. Но вот Ксюша говорит, что вот эта вот улица, по которой мы идем, ее очень сильно напоминает, как Амундсена в Екатеринбурге. Если перестроить заново все, ну вот она такая же широкая, ну хорошая улица была бы, туристическая такая. улица Амундсена. Вот смотрите, котик сидит. Кстати, очень много котиков. Вот если бы наши думали бы головой и малоэтажное бы строительство, можно было заново перестроить вот в таком стиле, например, Мне очень нравится, тут красиво. деревьями красивейшими. Вот, Они кстати, вставляли. да, вот нашему мэру на заметку, сука, ну приедь ты, блядь, в Аланию, блядь, по-любому был не раз, блин. Посмотри, какие деревья, какого хера ты у нас-то сделал в Екатеринбурге, блин, с деревьями, блин, с этими тополями ужасными. Нет, блин. это было в свое время, лишь бы засадить. Но сейчас пора менять не только как бы реновацию там жилья, но и деревьев тоже как бы, надо замену делать. Ну, давно пора, не хотят. Ах, остановочки, ну остановочки здесь простые, конечно. У нас тут в Екатеринбурге строят теплые остановки, а здесь надо холодные строить. А почему строят? У нас одна единственная на весь Екатеринбург теплая остановка. А вот могли бы, кстати, теплую превращать в холодную, ну вот как бы. Когда жарко, да, это само. Но они опять же, видишь, не смогли, не додумались. Везде светофорчики есть.
Вот Ксюша говорит, что это улица Амундсена. Это турецкий лак. Как вы себе такое представляете? Представьте, вот на метро. Ну круто же. Да? В целом, да. Вот Почему? из Академа все едут, видишь? Пробка из академического. 57-й едет, блядь. На УПИ поехал, блядь, с Академа.